Во все времена желание разбогатеть на ровном месте было актуальным. И когда-то золотая лихорадка выглядела так. А сейчас она выглядит так. Александр Андрейчиков – самый настоящий виртуальный добытчик, или по-другому майнер. Только вместо сита у него мощный компьютер, а вместо реального золота – цифровое. Деньги из воздуха не делаю, но биткоины пеку. Биткоины – это и есть цифровое золото, или по-другому криптовалюта, стоимость которой менялась от нескольких центов до $1200. Сейчас же за один биткоин дают $490. Биткоин в 2008 году придумал таинственный программист под псевдонимом Сатоши Накамото. Он утверждает, что изобрел первую интернет-валюту, которая не подвержена инфляции, а все оплаты в сети защищены и анонимны, то есть не контролируются ни банками, ни крупными корпорациями, ни государством. Накамото написал исходный код программы биткоина, инструкцию по его добыче и выложил в интернет, а добывать биткоины начали уже другие пользователи. Биткоин для меня это валюта для интернета только. Для программистов, администраторов, гиков. Но пока для широкого использования, я считаю, она непригодна. На самом деле добывать биткоины может даже чайник. Сотни инструкций опубликованы в интернете. А вот куда сложнее понять сам принцип добычи, то есть откуда берутся биткоины, да и вообще стоит ли их добывать. Рождение каждого биткоина – процесс сложный и неоднозначный. Вам что-нибудь говорит решение сложных задач с шифрованием данных? Думаю, нет, но можно сказать проще. После того, как вы скачали и запустили приложение для добычи биткоинов, вашему компьютеру предлагают решить головоломку, которую можно сравнить с кубиком Рубика. Каждая грань кубика – это набор зашифрованных данных, и ваш компьютер переставляет их таким образом, чтобы ряд получился одного цвета. За это вы получаете бонус – 1 биткоин, который, по сути, тоже программный код. Еще добычу биткоина можно сравнить с внесением поправок в Конституцию. То есть компьютеры находят лазейки в главном законе страны и исправляют их. Поэтому систему биткоина невозможно взломать, так как миллионы компьютеров работают над ее безопасностью. В этом заключается вся суть биткоинов. Исправляя ошибки программы, то есть шифруя и усложняя ее код, вы тем самым защищаете свои личные данные и обеспечиваете анонимность оплаты в сети, которая, кстати, проводится без банковской комиссии. Сейчас через банк, если переводите 1000 тенге, вы платите там 5%, то здесь же это 1/1000 биткоина процент. Это даже меньше долларов. И это тоже даже можно не платить, просто ваша транзакция тогда будет дольше чуть-чуть идти. Правда, на территории Центральной Азии купить что-либо за биткоины сложно. Например, в Казахстане всего лишь один интернет-магазин принимает оплату в цифровом золоте. Но его владелец Денис Рульков уверен, что будущее за криптовалютами. Мы следим за всеми новинками интернета. Но о биткоинах сейчас только ленивые о них не знает. Поэтому мы решили принимать. И плюс я хотел бы, чтобы биткоины развивались. Поэтому кто-то должен начинать их принимать. В интернете можно найти и специальные обменники цифровых валют, где биткоины можно обменять на другие электронные деньги. Например, находясь в любой точке мира, можно зайти на сайт metabank.ru и перевести биткоины в Яндекс.Деньги, потратить которые гораздо легче. За биткоины можно купить от дорогих гаджетов, телефонов, до самого мелкого шнурка, микросим-переходника. От 400 тенге до 100 тысяч легко можно расплатиться биткоином. Однако продажи за цифровое золото у Дениса пока идут не очень. Биткоины больше все расценивают как инвестиции. С ними расстаются неохотно. В будущем, я думаю, что только ее и будут использовать. Но какими бы на первый взгляд безупречными ни казались биткоины, специалисты предупреждают – можно остаться ни с чем. Вот и Александр Галиев, эксперт по виртуальным валютам, не советует пользоваться биткоинами. Центральные банки просто говорят о том, что, ребят, это довольно опасно, то есть вы на свой страх и риск, то есть вы можете подвергнуться мошенничеству, каким-то, скажем, фишинговым операциям, вы должны принимать решения на свой страх и риск. Хотя ничего конкретного в отношении биткоинов банки государств Центральной Азии пока не сказали, если не считать первоапрельскую шутку от Министерства финансов Казахстана. В ночное время избыточные вычислительные мощности серверов Минфина задействуются для майнинга биткоин. Может, вычислительные мощности Минфина и позволяют майнить, то есть добывать биткоины,
Но рядовому пользователю для майнинга необходимо мощное и дорогостоящее оборудование от $5000, и неизвестно, окупит ли оно себя. Ведь с каждым днем добыть новые монеты становится все труднее. В одиночку справиться с майнингом на сегодняшний момент невозможно, поэтому если вот вы, например, хотите заняться майнингом, вам нужно объединяться в пулы. Их существует довольно много. Как только монета как бы сгенерирована, вам там отчисляется какой-то процент в зависимости от вашей доли. Пулы — это своего рода виртуальные сети по добыче биткоинов, когда несколько компьютеров работают над одной математической задачей. Но даже если вы состоите в каком-нибудь крупном пуле, то добыть много биткоинов у вас вряд ли получится. Количество криптомонет в сети строго ограничено, а большую половину из них уже добыли. Развитым монетарным инструментом биткоин не станет никогда. Потому что 21 миллион монет, которые, скажем, можно вообще в системе намайнить, это ничего для мировой экономики. Но из-за того, что математические задачи для майнинга с каждым днем становятся настолько сложными, что добыча биткоинов замедляется, и последнюю монету удастся намайнить только к 2140 году. Поэтому майнеры и не собираются отказываться от биткоина. Когда наступит предел добычи биткоина, скорее всего, будет уже другая валюта, биткоин 2.0. В общем, путь биткоина будет очень сложным и неоднозначным. И практика показывает, что разбогатеть на биткоинах уже не получится. Но, думаю, будет интересно понаблюдать со стороны, сможет ли биткоин выдержать атаки мировой финансовой системы. Биткоину придется столкнуться с монетарными властями, которые обладают невероятной властью. И говорить о том, что в какой-то момент там, биткоин станет единственной монетой, криптовалютой, которая будет использоваться во всех странах мира, это утопия. Нет, такая добыча золота не по мне. Я слышал, что в компьютерном процессоре тоже есть немного золота. Пойду-ка проверю.